Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Вести сегодня, и в этом выпуске мы поговорим о том, как Борис Джонсон превратился в мигранта в собственном городе. Итак, поехали. Антироссийская воинственная риторика Бориса Джонсона превратила его в политического изгоя в собственном городе, а также вызвала тектонические сдвиги во всей Великобритании. Свое отношение к украинской авантюре правительства продемонстрировали не только британцы, но и ирландцы, прокатив правящую партию на недавних выборах. На днях в Соединенном Королевстве произошло беспрецедентное событие. В Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании, впервые в истории одержала победу ирландская националистическая партия Sinn Féin. Эта политическая сила издавна выступала за выход из состава Соединенного Королевства и объединение с Ирландией. Лидер партии Мишель О'Нил стал первым министром. А вот демократическая юнионистская партия, которая опирается на консерваторов Джонсона в парламенте, с треском провалилась. Одной из причин такого неожиданного результата, по мнению многих экспертов, стало несогласие ирландцев с воинственной русофобской риторикой Джонсона, а также поддержкой Украины. Sinn Féin, в свою очередь, осуждает поставки оружия киевскому режиму и требует немедленно свернуть украинскую авантюру. За это в том числе и проголосовали ирландцы. Многие британские эксперты уверены, что в самом ближайшем будущем стоит ждать выхода Северной Ирландии из состава Великобритании, о чем североирландцы мечтают уже давно. А вот как о сокрушительном провале британской правящей партии своим подписчикам сообщил швейцарский журналист, создатель издания «Русская Швейцария» Александр Песке, иронично отметив, что еще более неприятный сюрприз ждал премьер-министра в Лондоне. А что там наш лохматый Борис Джонсон? А наш лохматый проиграл выборы в Лондоне, причем с громким треском. Консервативная партия Джонсона потеряла 28 муниципалитетов столицы из 32. В этих округах теперь правят лейбористы и другие партии. Это значит, что лохматый Борис, если он где-то не там поставит свой джип, его оштрафуют. Если его пес нагадит не под тот куст, его оштрафуют, и он больше не сможет позвонить по партийному телефону и сказать: «Ребят, ну как же так? Как же?» Борис в своем городе Лондоне, где еще каких-то 10 лет назад он был мэром, скатился до уровня бесправного мигранта. Это же надо так провалиться в своем городе, чтобы превратиться в мигранта. Помощь Киеву и нападки на Россию вылезли Джонсону боком. И это ведь только начало, эмоционально отметил журналист. Ну и в заключение хочется сказать, что Песке выразил уверенность в том, что оголтелая милитаристская политика правящей элиты приведет ее к сокрушительному и позорному провалу. И не только Борису Джонсону и его соратникам укажут на двери парламента, а то и прокатит по улицам в дегте и пуху. Та же участь ждет и их идейных соратников в Германии, Франции, Бельгии и в других европейских странах. Элита Евросоюза вот-вот посыплется, и грохот будет слышен до небес. Вот такая новость у нас получилась к этому часу. Я напоминаю, не забывайте подписываться на канал и включать значок оповещения, чтобы не пропустить новые выпуски, писать мнение по поводу темы в комментариях. И я желаю вам хорошего дня и только приятных новостей.